Это Санкт-Петербург, а это Аня. Снова Санкт-Петербург, а это Настя. Аня, Настя, Санкт-Петербург. Аня, Настя, Санкт-Петербург. Не запутайтесь. Каждую неделю девушки будут проверять один из ресторанов нашего города. Что заведение представляет собой снаружи и что скрыто от ваших глаз внутри. Одна из девушек пойдет в роли обычного посетителя, другая внедрится в команду ресторана и откроет все темные шкафчики поваров на кухне. Не моргайте, будет интересно. Галактобуреко, дзадзики, каймаки, хорьятики, салата. У нас оливковое масло почему-то не пахнет совсем. Его нет. Старое и выдохлось. Это лифт. Блогаруме. На нерве. На нервы. Мама чувствует, что кто-нибудь плюнет в его мусорку. Представляешь, друзья приехали в Петербург, у Московского вокзала искали место, где можно пообедать. На Невском нашли греческую таверну «Сиртаки». И, собственно говоря, не понравилось ничего, начиная от сервиса, заканчивая качеством блюд. Я говорю, почему вы отзывы не смотрите? Здесь же все показано. Заказывала томатный средиземноморский суп, почувствовала себя плохо уже в метро. Заболел живот. Еще одна девушка пишет: ужасный персонал. Официантка даже не представилась, нахамила сразу, как подошла. Хамское поведение, блюда не соответствовали меню. Странно, но ведь это же единственная настоящая, как они пишут, греческая таверна в Петербурге с большим количеством греческих блюд. Вот посмотри, колтобурека, дзадзики, протоколопиты и другие греческие названия, которые я выговариваю с трудом. Нам нужно обязательно проверить это заведение. Я только за то, чтобы поработать на греческой кухне. Аня, ну тебе для того, чтобы по полной оценить все достоинство греческой кухни, нужен настоящий шеф-повар, который знает все о Греции. В настоящем греческом садзике должен быть чеснок. Дайте мне чеснок. Я уже нахожусь на Невском проспекте. Это значит, что я иду устраиваться на работу в греческий ресторан «Сиртаки». Кстати, это единственная греческая таверна, как заявляют сами владельцы. Давайте узнаем, как готовят греки на кухне. Да, кстати, чтоб вы знали, взяли меня на работу примерно за 3 минуты. Сначала меня встретил бармен, провел к директору, и вуаля, после минутного разговора мне уже выдают фартук. Какие тут санкнижки, паспорта и документы, даже анкеты нет. Видимо, настолько Сиртаки нуждается в официантах. Ну что ж, вам повезло, я сотрудник, то, что надо. Первым делом отправляюсь в уборную для персонала, но это оказался еще тот квест. Это лифт. Это лифт. Страшновато. Первая наша традиционная проверка туалета для персонала. Не будем, конечно, говорить о том, что сюда пройти проблематично. Вот. Но в любом случае начнем с средства для рук. Его нет. Вода есть, на этом спасибо. Меня позвали накрывать столы в зале на 2-м этаже. И тут я поняла, что обстановка в коллективе очень натянутая. Под раздачу попала и я. Это не пререкание, Константин. Аня, надеюсь, что ты хорошо проведешь время. Мы приехали на Невский 102, будем проверять греческую таверну «Сиртаки», и буду я это делать не одна, а со своими экспертами, шефом Ману и его супругой Юлией. Добрый день. Добрый день. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Супер. Пойдемте проверять.
Наконец-то мы за столом, нам дали меню. Сегодня наш шеф будет говорить со мной на английском языке. По-гречески я, к сожалению, не понимаю, а Юлия будет помогать мне его понимать. Подскажите, пожалуйста, что мы хотели бы заказать? I don't like the concept of heavy menus. Мне не нравится, когда меню очень длинное, потому что тогда мы теряем качество. Мы не можем сосредоточиться на самых лучших наших продуктах. Но, может быть, есть какие-то специфические этнические блюда, которые мы должны сегодня заказать? Definitely the most typical dishes that you... Но прежде всего мы закажем традиционное греческое блюдо мусакас. Tzatziki, Цадзики. хoriatiki. Этот салат называется харьятики. Греки не называют свой салат греческим, они называют его харьятики. Обязательно закажем пита хлеб, может быть сувлаки, что называется шашлык на греческом, или традиционный греческий стритфуд – это питагирос. Оригинальный питагирос делают из свинины. Да. И кофе может быть греческим. You asked me about dessert, I didn't... И десерт надо, какой традиционный греческий десерт. Also one laktoburico is very, very, да, very Greek. лактобурека, да. This is pure Greek. Это чисто греческое. Мы готовы заказать? На таких, как у нас говорят, Напряги, да. На нерве. на нервы. Somebody will spit on my moussaka. плюнет его Не надо. Чем отличается греческая таверна от этого заведения? Maybe it's a little bit too much. Может быть, немного перестарались с декорациями, но в целом это действительно воспроизводит атмосферу греческой таверны. So in taverna we have the casual food. Таверна – это что-то такое casual, да, то, что на каждый день мы можем прийти и поесть. Я знаю, что в ресторанах обычно подается бутылочка оливкового масла, а у нас ее на столе нет. Мы могли бы попросить, наверное, оливковое масло и посмотреть, какое качество имеет. Традиционно в тавернах стоит бутылочка оливкового масла и бутылочка натурального винного уксуса на столе. Здесь мы ее не видим, поэтому закажем. А у нас официант, стиснув зубы, не спросил ни каким курсом нам подавать, какие блюда, что нам вынести первым, кроме кофе. Спасибо. I will teach you the first Greek word. Ману сейчас научит нас первому греческому слову. When the Greek coffee has a good У греческого кофе должна быть очень хорошая пенка. Греки это называют каймаки. kaimaki. Делаем по глоточку кофе. Yamas. Настрой. Мне не нравится. Я не люблю такой кофе. Он почти не крепкий. It's not the best, but it's normal. It's normal. It's okay. Нормальный, говорит шеф Ману. Девушка, а можно, да, уточнить, пожалуйста? Да, мы хотели просто узнать, сколько мы будем ожидать наши блюда. Я поняла вас. Да, я даже ее не узнала, кстати. Вот. Да, это... Отношения с Константином накаляются, и лучшим решением будет посмотреть, что происходит в зоне для персонала. А далеко ходить не надо, она находится прямо на территории мойки. Здесь же вход для сотрудников, поэтому все сюда заходят в уличной одежде, а на соседнем стеллаже стоит чистая посуда. Ну, наверное, чистой назвать ее уже сложно. У раковины скромно трудится одна женщина в фартуке, но без головного убора, и это минус. Но тут мой взгляд остановился на разделочных досках, которые были в ужасном состоянии. Их попросту нужно выкинуть, ведь смешение вкусов с такими повреждениями не избежать. Это и есть заведение, которое мы можем предоставить. Сама кухня полностью закрытая, и это огромный плюс. Есть только одно окно для выдачи блюд, которое строго-настрого должно быть без лишних вещей и идеально чистым. Но в Сиртаке все не так. Менеджер доставки обедает прямо тут, и в целом его ничего не смущает. Это и есть заведение, которое мы можем предоставить. Что касается поваров, они все без исключения в головных уборах и в специальной форме. Это хорошо. Что
будем пробовать в первую очередь? We start from Так, обычно мы берем питу и погружаем ее или в садзики, или в терракофтери. Мы еще не пробовали питу на вкус, но она выглядит так, как если бы ее сделали своими руками. I don't like terracopteria. Терракофтери не выглядит так, как должно выглядеть терракофтери, потому что в терракофтери по рецепту добавляется красный перец, и терракофтери должно быть красного цвета. Так, вкус вполне себе соответствует вкусу терракофтери. Как наши лепешки, как наши питы. I don't feel character. Видимо, оливковое масло не положили, поэтому у питы нет вкуса. Кстати, есть возможность принести нам отдельное оливковое масло? Спасибо, оливковое масло. Настоящее оливковое масло пахнет свежескошенной травой. У нас оливковое масло почему-то не пахнет совсем. Запаха нет или потому что масло рафинированное, или же оно просто уже старое и выдохлось. Давайте будем пробовать дзадзики. Я больше чувствую огурчики, я больше чувствую сам соус, но я не чувствую тоже ни остроты, ни нужного вкуса, и там нет никакого чеснока. Missing garlic. The rest is okay. В садзике все хорошо, но нет чеснока. Okay. Let's do a proper... Сделайте настоящие греческие цадзики. То, что нам понадобится, греческий йогурт, который мы называем в Греции строгисто. Огурец. Натираем его. Дальше нам надо максимально убрать лишний сок, поэтому отжимаем огурец через марлю. Теперь мелко нарезаем чеснок. Добавляем соль и доводим все до состояния пюре. Дальше добавляем оливковое масло Extra Virgin. Для кислотности мы используем сок лимона и дынный уксус в равных пропорциях. Or from wine vinegar, half and half. Little wine. And a little bit of lemon juice. Солим. In В some некоторых regions in регионах Greece we Греции use мы bean. используем укроп, поэтому Укроп. давайте добавим укроп. Mix it. Все перемешиваем. And just Вот like так. that, in Все 5 просто. minutes За you 5 have Greece минут at вкус home. Греции у вас дома. Greek pita. Идеально с греческой питой. Приятного Калиорекс. аппетита. Мы сейчас будем пробовать греческий салат, в русском понимании греческий салат. Ману, как он правильно называется? Χωριάτικη. Если мы будем переводить с греческого, это деревенский салат. Χωριάτικη salata. Explain two things. Давайте поговорим, что нарезка в этом харьятике традиционная греческая. Крупная нарезка. Обычно даже кладется большой кусок феты сверху, даже не кусочек. А вижу хороший кусок феты, надо, мне кажется, попробовать ее в первую очередь. Как фета? Не слишком ли она соленая? It's too salty, but Да, она слишком соленая, но такой тип феты есть в Греции. Для греческого салата более подходит фета кремовой текстуры. Попробовала наши овощи. Они пропитались большим количеством масла и соуса, но мне кажется, что они немножечко уже полежали в тарелке, они немножечко не свежие. В салате не хватает соли, абсолютно не хватает орегано. Надо пробовать наше мясо. Какой правильный должен быть мусакас, потому что это больше напоминает запеканку. it's typical what I would expect in. Это то типичное, что Ману и ожидал видеть в таверне. Let's break through moussaka. Like what are the layers there? Так, в мусаке есть несколько слоев. Овощной слой – это картофель и баклажан. Обычно это обжаривается. Цена нашего мусакаса 650 рублей. Okay. Давайте попробуем. Actually, the thing То, что не for me- должно быть таким твердым, это соус бешамель, который у нас сверху. Он не должен быть как творожная запеканка. Но он, мне кажется, немножко даже у нас подгорел.
It's okay, yes, it has flavor, it has spicy. Следующий слой, который у нас есть в мусаке, шеф Ману одобрил. У мяса есть характер, есть специи, добавлен томат, то, как это и положено. Это типичная мусакас, которую мы встретим на любом греческом острове. Баклажан либо недопропечен, либо что-то с ним не так, и он неприятен по своей консистенции. Баклажан недожаренный, или он изначально был плохой по качеству, но его все равно приготовили. Второй слой мусаки – это мясной слой, это баланес. Верхний слой – это бешамель. Можем ли мы сказать, что это блюдо вкусное? Будем оценивать мусаку по шкале от 1 до 10. Шеф Ману ставит ей 6,5. У нас осталась, да, наша пита. Каким должен быть настоящий традиционный греческий гирос? Traditional Greek gyros has pita bread. Итак, традиционный греческий гирос состоит из питы, а традиционный соус – это цадзики. Мы видим здесь еще и картофель фри. Можно сказать, что это такой сейчас осовремененный, осмысленный стритфуд? Some put, some others don't put. There is as if they are trying to say. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Да. Добрый день. So, μπλοκάρουμε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό που κάνουμε. They say we don't put fried potatoes because we have very good quality. As if they are trying to say. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Да. Привет. Добрый день. So, μπλοκάρουμε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό που κάνουμε. TV channels don't need like license to have it. It's usually no. It's like we're a TV show, okay? Thank you. Что ж. Шеф подошел, он сам не представился, но он попросил представиться нас, что да, тоже достаточно. Это является греческим гостеприимством? Definitely. This was not. Да, то есть это было однозначно не дружеский жест, когда вторглись в личное пространство шеф Ману и сказали, предложили идти поговорить лично, с глазу на глаз. Or sometimes we just call it souvlaki. Итак, у нас есть две версии: пита гирос или же сувлаки. Спасибо. Засуетились немножко на камеру, когда к нам подошел шеф, стали выносить для нас салфеточки, приборы и как-то быть более вежливыми, как мне кажется. Настя, ты все еще здесь, все еще не ушла. Скажи мне, как же там на кухне, после того, как мы раскрыли все карты, не стали ли как-то более пристально относиться к нам или к нашим блюдам? Расскажи. Эту часть я хотела бы посвятить системе хранения, ведь это очень важно. Взгляните на этот холодильник. Гнилые лимоны, протухшие яблоки и бананы – ужас! Из них ведь что-то будут готовить. Что касается системы хранения продуктов, во всех холодильниках хаотично разбросаны продукты. Никакого товарного соседства нет, как и маркировок. Только посмотрите на эти креветки и кольца кальмаров. Они стоят открытые в гастроемкостях. Понять, сколько им дней, а может быть месяцев, невозможно, но, судя по внешнему виду, очень долго. Смотрится это неаппетитно. Это и есть заведение, которое мы можем предоставить. И, как мы понимаем, хранить так продукты категорически нельзя, потому что по требованию Санпин 2.3.2.132403 существует свод правил товарного соседства продуктов питания. Нельзя хранить сорбаты рядом с сорбентами. Сорбаты – продукты, отдающие аромат. Сорбенты – продукты, впитывающие любые запахи. Не допускается продажа и приготовление блюд и продуктов с нарушенной упаковкой. За это владельцу ресторана грозит административный штраф в размере до 10 минимальных размеров оплаты труда или закрытие заведения на срок до 3 месяцев.
А тут не то, чтобы упаковка нарушена, тут в целом ее нет. Именно поэтому гости и жаловались на невкусное мясо и морепродукты. Еще бы! Здесь же в коридоре на других холодильных камерах стоят 2 открытых противня с запеканкой. И на протяжении всего дня здесь проходит огромное количество людей с улицы. То есть вероятность, что в них что-то попадет, очень велика. А также какие-то готовые соусы, которые также открыты. Вот и закончилась моя стажировка в ресторане Сиртаки. Поэтому я со смелостью могу снять свой аксессуар. Что я могу сказать? На самом деле есть проблемы как по сервису, потому что внутри коллектива есть проблемы, как мы уже поняли. С кухней даже сами гости, которые ходят уже долгое время, жалуются на качество блюд. Ну, собственно говоря, инвентарь, на котором готовят, уже требует смены, потому что, доски такого качества, это уже никуда не годится. Это расходный материал, просто нужно купить новые и все. Вот. Также система хранения, которая очень сильно хромает, поэтому и качество блюд хромает. Это и есть заведение, которое мы можем предоставить. Концепция в греческих ресторанах, когда хотят привлечь клиентов, то говорят о том, что мы не добавляем жареную картошку в питагирос, потому что нам не жалко положить туда достаточно мяса. Здесь у нас целая порция жареной картошки, что говорит о том, что на мясе сэкономили. Какой-то странный привкус. I will let you be the judge. Мано говорит, что я буду судить о питагирос. Здесь у нас мясо слишком сухое, недостаточно сочное, на мой вкус немного пересоленное. Согласна, абсолютно. Очень много странных специй, которые перебивают его вкус. Они уже пролежали в этом соусе, пропитались. Он очень неприятный на вкус. Помидоры кислые сами по себе. Может быть, потому что они не очень свежие. Что по поводу нашего мяса? Такое ощущение, что мясо предготовили и дальше просто разогрели перед подачей. Но оно невкусное. И его было бы очень сложно есть, если бы мы ели это целиком. Им сложно откусывать и сложно жевать. Да. Небольшое мизе от шеф-повара. Спасибо. Спасибо. Как приятно. Нам принесли мизе в качестве комплимента. По всей видимости, да, наша пресс-карта сделала гостеприимство греческое настоящим греческим гостеприимством. Плесенью пахнет. Да. Грязь. Я не знаю, если он специально это хотел. Да, просто я чувствую привкус какой-то гадости. Да. Это какая-то рыбка, сардины с косточками. Ну что ж, если это был жест, что нам нужно поскорее выметаться отсюда, подождите, у нас остался десерт. Десерт, который стоит 250 рублей за одну порцию. Из чего он должен состоять? Фило теста – это очень-очень тонкое тесто, через которое практически можно читать газеты. Мано говорит, что он уже видит, что оно недопеченное. Давайте посмотрим, как в идеале. Galactobureco. Галактобурека – традиционный греческий молочный пирог. В галактобурека используется кастард. Это мягкий крем на основе молока. Вы слышите, как хрустит корочка? А крем здесь нежный. Кастард – это заварной крем, который готовится на водяной бане и состоит из яиц, молока или сливок и сахара. Это традиционное английское лакомство может использоваться для различных десертов, тортов, суфле, пудингов и даже для изготовления мороженого. Галактобурека должен быть очень тонкий слой теста и очень много нежного крема. Здесь же шеф Ману говорит, что на таком креме можно и мост построить. И настолько много муки в креме, что Ману не чувствует вкус молока. Но это, слушайте, это, видимо, какой-то или старый, или замороженный, или... Это даже не крем по текстуре. Это как
вареная картошка. Здесь мы даже не можем понять точно, где у нас тесто, а где крем. Крем стал тестом за счет того, что добавили слишком много муки, и он просто твердый. Мы хотели бы вернуть десерт на кухню обратно. Десерт нас не устроил. Счет у нас получился на 2695 рублей. И стоит ли наш обед сегодня этих денег? Value for money, obviously, yes. Было бы справедливо заплатить такую сумму за вкусную еду, если бы действительно все соответствовало нашим ожиданиям. В Греции и таверны, и рестораны подают одинаково высокого качества еду, а различается только в качестве обслуживания и в манере подачи блюд. А какую бы рекомендацию мы дали этому заведению, этой таверне, на чем они должны сконцентрировать свое внимание? Who's on В этой таверне упущено самое главное, упущено мираки. Мираки – это по-гречески то, что мы называем призвание, то, что мы называем работать с душой. И вот этого мы здесь не почувствовали. А если бы ребята работали с душой, то блюда были бы совершенно другие. Думаю, что точно мы сюда не вернемся, к сожалению, но в любом случае спасибо шефу. Спасибо, Юля. να μαγειρεύετε με αγάπη, να μαγειρεύετε με μεράκι. Готовить с любовью и готовить с мираки. Вы должны согласовываться с руководителем. Мы не должны ни с кем согласовываться. По закону о СМИ мы имеем право снимать в любом общественном Вы месте. имеете право снимать там. Вы же хотели частное Нет, заведение. нет, это не частное заведение. Вы молодой человек, я знаю хорошо закон, в отличие от вас. You don't have done even job. And you play smart in the other restaurant. You think, oh, that's not speaking about you? Never. Who wants to eat this food? Seriously. Yeah. Who wants to If eat you this? don't want to eat this food, why you bring these people here? Таверна Сиртаки. Снижаем балл за некачественное и протухшее оливковое масло. Это же греческий ресторан. Оливковое масло – важнейший ингредиент греческой кухни. На кухне грязь, антисанитария и полное отсутствие маркировки продуктов и нарушение товарного соседства. Хотели поставить дополнительные баллы за комплимент от ресторана и за знакомство с шеф-поваром. Но оказывается, он вышел к нам, чтобы выгнать нас, а не знакомиться. А после съемок угрожал шеф-повару Ману. Это, конечно, еще больше испортило все впечатление. Итого 46 баллов из 100. С вами была программа «Гид 78. Рестораны Петербурга».